Вы думаете, что известные спортсмены гребут деньги миллионами, а потом живут беззаботной жизнью до старости? Но многие хороши в спорте настолько же, насколько плохи в управлении финансами. Я расскажу вам про настоящих легенд спорта, которые в итоге остались ни с чем. Сколько денег они потеряли? О, вы сильно удивитесь. И начну настоящего гения бокса. На вершине своей славы Майк Тайсон мог похвастаться не только титулом абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год, но и астрономическими доходами. Согласно Forbes, Майк заработал в ринге $400 миллионов, а рекламные контракты принесли ему еще 250 миллионов. Представляете? Но он не заботился о финансах, тратя их с легкостью и размахом. Закрыв для себя бутик Gucci, Майк мог потратить сотни тысяч долларов на вещи, которые так и остались неношенными. Дорогая недвижимость, яхты, виллы, 110 автомобилей премиум-класса, даже бенгальские тигры – все это было в его коллекции. Откуда же пришли неприятности? Несчастливый брак с Робин Гивенс обошелся ему в $6 500 000 алиментов. Тюремное заключение отняло у него возможность зарабатывать. К тому же судебные разбирательства с Доном Кингом, который управлял его карьерой после освобождения, лишь усугубили ситуацию. Майк утверждал, что Кинг присвоил более $100 миллионов. В результате долги Тайсона выросли до 23 миллионов. К 2003 году Майк официально объявил себя банкротом. Как же ему удалось выбраться из финансовой ямы? Сообразительная монетизация своего имени. Он написал книгу, стал актером, организовал гастрольное шоу «Бесспорная истина» и продолжал получать приглашения от состоятельных личностей, для которых оставался легендой. Но, судя по социальным сетям, откладывать Майк так и не научился. Ну и сразу расскажу про друга Тайсона. После победы над Джеймсом Бастером Дугласом Эвандер Холлифилд оказался на вершине в супертяжелом весе, но многие сомневались в его успехе, ведь он не встречался с Тайсоном. Планировавшийся бой с Майком был отменен из-за травмы последнего, и вместо этого Тайсон отправился в тюрьму. Холлифилд продолжал свою карьеру, но не без трудностей. После боя с Риддиком Боу он столкнулся с сердечным приступом. Но позже выяснилось, что диагноз был ошибочным. Возвратившись в ринг, он нокаутировал Тайсона и, наконец, закрепил за собой статус легенды. Финансовая ситуация Эвандера Холлифилда – это классический пример того, как даже огромные заработки могут исчезнуть, если за ними не последует грамотное управление. На пике своей карьеры Холлифилд заработал порядка $250 миллионов, что сделало его одним из самых богатых боксеров в мире. Однако с течением времени его финансовое положение начало ухудшаться. Во-первых, огромные расходы на жизнь в роскоши негативно сказались на его кошельке. Холлифилд приобрел величественный особняк со 109 комнатами, который в итоге стал символом его финансового неблагополучия. Представляете, сколько стоило его содержание? 3 развода и обязательства по алиментам на 11 детей от 6 разных женщин еще серьезнее подорвали его капитал. В какой-то момент ситуация стала настолько критической, что Холлифилд был вынужден продать свой особняк, чтобы покрыть долги. Даже после продажи дома финансовое давление не уменьшилось, так как затраты продолжали превышать доходы. Как итог, сейчас Эвандер берется практически за любые контракты, чтобы как-то поддерживать себя на плаву. Но идем дальше. Поверьте, там есть и большие потери. Борис Беккер, когда-то 6-кратный победитель крупных турниров и один из самых известных теннисистов мира, заработал более $25 миллионов призовых к концу своей карьеры, благодаря чему он уверенно входил в топ-10 богатейших теннисистов. В 1999 году его состояние оценивалось не менее чем в $100 миллионов, благодаря успешным рекламным контрактам с такими гигантами, как Coca-Cola, Philips, Deutsche Bank и Puma. Вроде бы все шло как по маслу. Однако Беккер решил, что достаточно харизмы и уверенности, чтобы покорить и бизнес-мир. Он начал вкладывать миллионы в разнообразные стартапы, от производителя органической пищи New Food AG до реалити-шоу Bebecker TV, от онлайн-ресурса по маркетингу Sportgate до дилерских центров Mercedes-Benz. К сожалению, ни один из этих проектов так и не стал прибыльным. Партнеры просто брали деньги, кивали головой, а потом подавали на банкротство.
Ситуацию усугубил неудачный нефтегазовый проект в Нигерии, где Беккер потерял не менее 10 миллионов долларов. Плюс к этому кредиты, которые он не смог погасить в срок, иски от деловых партнеров на десятки миллионов, а также уклонение от уплаты налогов. Беккер зарегистрировался в Монако для налоговых льгот, но фактически жил в Германии. Личная жизнь Беккера также оказала влияние на его финансы. Его первой жене, Барбаре Фелтас, он заплатил 10 миллионов и оставил дом в Майами стоимостью 2 миллиона. К тому же спонтанный роман с российской моделью Анжелой Ермаковой обернулся появлением дочери и дополнительными расходами. Беккер купил квартиру в Лондоне и обязался платить 25 тысяч долларов ежемесячно на содержание дочери. Сейчас, в 51 год, Борис Беккер вынужден браться за любую работу, которая позволяет ему зарабатывать. От рекламы окон до ведения мероприятий. Несмотря на то, что когда-то он был на вершине успеха, теперь его финансовое положение далеко от идеала. Как быстро может измениться судьба, не правда ли? Ну и куда без хоккеистов? К 40 годам Сергей Федоров, трижды завоевавший Кубок Стэнли в составе Детройта в 1992, 1998 и 2002 годах, скопил на счету не менее 43 миллионов долларов. Раздумывая над тем, как умножить свой капитал, он решил вложиться в бизнес. В 2008 году Федоров поверил в советы своего старого друга, с которым поддерживал отношения более 20 лет, и решил инвестировать все средства в один проект. Казалось бы, что может пойти не так, если дать старому другу кучу денег. Этот шаг стал критической ошибкой в его финансовой карьере. Он нарушил основное правило инвестирования – не ставить все на одну карту. Средства Федорова оказались в руках предпринимателя по имени Джозеф Зада, который, как оказалось, на протяжении 11 лет лишь вытягивал деньги из кармана своего доверчивого клиента. Попытки решить проблему мирным путем ни к чему не привели. Зада даже пообещал выплатить Федорову 60 миллионов долларов, и суд Детройта обязал его сделать это, однако деньги так и не поступили на счет обманутого хоккеиста. Этот опыт оставил глубокий след в душе Сергея, и он решил больше никогда не ввязываться в бизнес-проекты. История Федорова стала наглядным примером того, как одна неудачная инвестиция может разрушить финансовую стабильность и вызвать потерю доверия к предпринимательской деятельности. Недаром говорят все финансисты, что держать яйца нужно в разных корзинах. Но все равно удивительно, как часто даже опытные и успешные спортсмены становятся жертвами финансовых махинаций. А помните этого футболиста? Настоящая легенда своего времени. После завершения впечатляющей карьеры, венчанной золотым мячом в 2005 году, Роналдиньо решил попробовать свои силы в самых разных областях. Он записал рэп, снялся в музыкальном клипе, запустил собственную криптовалюту Ronaldinho Soccer Coin, активно участвовал в политической жизни Бразилии и даже увлекся рыбалкой. Однако последний пункт оказался для него особенно проблематичным. В 2015 году Роналдиньо столкнулся с серьезными юридическими и финансовыми проблемами из-за его увлечения рыбалкой. Он построил рыболовную платформу и склад в экологически защищенной зоне на территории Порту-Алегри, что вызвало большое недовольство местных властей. За нанесение экологического ущерба экс-футболист Барселоны был оштрафован на 178 тысяч евро. Власти потребовали снести постройки, но Роналдиньо решил оспорить это решение в суде. Судебная тяжба затянулась, и за 2 года сумма штрафа увеличилась до 2 миллионов евро из-за неуплаты. Когда финансовое положение Роналдиньо проверили, на его счетах обнаружили всего 6 евро. Шокирующее открытие, учитывая его действующий контракт с Nike и прежние доходы. Таким образом, Роналдиньо, несмотря на предыдущие успехи и знаменитость, столкнулся с глубоким финансовым кризисом, вызванным серией неудачных решений и конфликтом с властями. Или это просто карма за очередной криптопроект, который создавался с одной целью – вытянуть деньги из обычных людей, которые поверили рекламе именитого футболиста. Тут уж думайте сами. Футбол, хоккей и бокс были «кто дальше?». Деннис Родман, известный своим ярким и экстравагантным стилем как в баскетболе, так и в жизни, достиг невероятных высот в NBA, став 5-кратным чемпионом лиги. На пике своей карьеры его доходы достигали 26 миллионов долларов в год,
а суммарный заработок за время профессиональной карьеры превысил 550 миллионов долларов, включая доходы от рекламных контрактов. Однако после завершения карьеры в возрасте 45 лет Родману не удалось найти себя вне баскетбольных площадок. Роскошные особняки, дорогие автомобили и другие признаки богатства быстро утратили для него значение. Его жизнь омрачили зависимость от наркотиков и алкоголя, что привело к разрыву контрактов со многими его спонсорами. Личная жизнь Родмана также была полна проблем. После развода с третьей женой Мишель Мойер, которая родила 2 детей, он отказался выплачивать ей алименты, размер которых составлял 51 тысячу долларов ежемесячно. Это привело к накоплению долга, который к 2017 году составлял уже более 1 миллиона долларов. Ситуация усугубилась после того, как Мойер подала заявление в полицию с обвинениями в домашнем насилии, что привело к условному приговору на 3 года и запрету на встречи с детьми для Родмана. В конечном итоге, измотанный финансовыми проблемами и личными кризисами, Родман был вынужден объявить о своем банкротстве и признать, что он болен наркозависимостью, что стало печальным итогом его карьеры. А знаете, как закончил свою жизнь великий Диего Марадона? Чемпион мира 1986 года ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет, став жертвой сердечного приступа. Его смерть вызвала волну скорби по всему миру. Ведущие газеты опубликовали на первых страницах фотографии футбольной легенды, а поклонники и коллеги вспоминали его как на поле, так и за его пределами. Но не все знают, что доживал последние годы он в нищете. Диего Армандо Марадона, по словам журналиста Луиса Вентуры в передаче «Фантино а ла тарде», умер, оставив после себя практически пустые банковские счета. Ему достаточно было просто попросить у Марадоны денег, и он давал, сказал Вентура, подчеркивая не только безграничную щедрость Марадоны, но и его уязвимость перед теми, кто стремился воспользоваться его добротой. Сайт Clarin, ссылаясь на данные Celebrity Net Worth, оценил общий заработок Марадоны во время его карьеры в 500 миллионов долларов. В 1980-е годы он был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, работая с такими брендами, как Hublot, Puma и Coca-Cola. Тем не менее, около 75-100 миллионов долларов Диего инвестировал в недвижимость и автомобили в Буэнос-Айресе. Адвокат Анджело Пизани, занимавшийся делами Марадоны, в том числе по неуплате налогов в Италии, подтвердил, что у футболиста на момент смерти были серьезные финансовые проблемы. По его словам, Марадона жил непосредством и был очень щедрым. Пизани также упомянул, что налоговый долг Марадоны составил около 44 миллионов долларов, и в одном случае Диего даже передал в счет погашения долга дорогие серьги. В последние годы жизни Диего Марадона поддерживал себя за счет зарплаты тренера в футбольном клубе «Химнасия Ла Плата». Трагедия его жизни и смерти отражает не только его футбольные достижения, но и глубокие личные и финансовые борьбы, которые он пережил. Ну и напоследок расскажу про еще одну звезду футбола. Эммануэль Эбуэ, который, по мнению Тьерри Анри, был самым позитивным игроком Арсенала, а по словам Дидье Дрогба, главным заводилой в сборной Кот-д'Ивуара, начал свой европейский футбольный путь в Бельгии, в клубе Беверен. Этот клуб в шутку называли ивуарийским из-за большого количества игроков из Кот-д'Ивуара в его составе. Здесь Эбуэ встретил свою будущую жену Аурелию, с которой у него родилось 3 детей. В возрасте 22 лет Эбуэ перебрался в Лондон, чтобы играть за Арсенал. Переход состоялся по личному приглашению Арсена Венгера. В составе канониров Эбуэ провел 6 сезонов, добравшись до финала Лиги Чемпионов, после чего перешел в Галатасарай. В турецком клубе он тоже добился успехов, выиграв чемпионат страны и национальные кубки. Однако конфликт с новым тренером привел к тому, что футболист оказался в глубоком запасе. После окончания контракта с Галатасарай Эбуэ почти год не мог найти новый клуб. Он подписал контракт с Сандерлендом, но почти сразу возникли проблемы. ФИФА дисквалифицировала его из-за долга перед бывшим агентом в размере 1 миллиона евро. И Сандерленд разорвал с ним контракт. В это же время смерти дяди и брата сильно ударили по Эммануэлю, вызвав у него депрессию.
Финансовые и личные проблемы усугубились, когда его жена, которая была его финансовым консультантом, забрала все его сбережения и подала на развод. Эбуэ был вынужден прятаться, чтобы не отдавать документы и ключи от лондонского дома. В отчаянии он дал откровенное интервью, в котором рассказал о предательстве жены и о том, как его дети перестали с ним общаться. В 2018 году клуб Тюрк Ачаджи из чемпионата непризнанной Турецкой республики Северного Кипра пригласил его, но на медосмотре выявили проблемы с кровью, и по неподтвержденным данным у Эбуэ был обнаружен ВИЧ. После утечки этой информации в прессу, его бывший клуб «Галатасарай» предложил ему стать тренером в клубной академии, что дало Эбуэ надежду на новое начало, ведь денег у парня вообще не осталось. Как видите, можно зарабатывать сотни миллионов долларов, а потом все равно остаться не с чем, ведь гораздо важнее уметь распоряжаться деньгами. Кстати, а если вы тоже хотели бы заработать, умеете писать сценарии, монтировать ролики или озвучивать видео, то пишите в наш Telegram-бот по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать. И спасибо за просмотр.